Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Ольга и добро пожаловать ко мне в гости. Сейчас декабрь, я продолжаю украшать свой дом к Новому году, и сегодня я украшаю камин. Этот камин был изготовлен в прошлом году, я его делала к Рождеству. Если вы первый раз зашли ко мне в гости и вам интересно изготовление этого камина, я для вас оставлю ссылку в описании. Можете посмотреть, если вам интересно. В прошлом году этот камин у меня был украшен в красных оттенках, это были красные каминные носки, весь декор был красного цвета, а в этом году я решила камин украсить голубыми, серыми, бирюзовыми и серебристо-белыми тонами. Ну, давайте вот посмотрим, как мой камин выглядит сейчас. Он украшен обычными комнатными растениями, рамочками, вазочками. Вот такая вот корзинка белая. Какие-то предметы я оставлю для декорирования. Вот посмотрите, топка украшена фонарями. Сейчас большой фонарь белого цвета, а в новогоднем украшении он будет голубой. Это будет другой фонарь. Вот видите, внизу у меня стоят подсвечники, в которых я зажигаю свечи. Вот такая корзинка серого цвета из Fix Price, она у меня тоже будет участвовать в новогоднем декоре. Вот так мой камин выглядит на данный момент. Вот немножечко декора, который будет присутствовать в украшении. И сейчас я освобожу камин от старого декора. Будем наряжать елочку. Я сделаю пару новогодних композиций и посмотрим, как мой камин будет выглядеть в этом году. Сначала я покажу вам весь декор, который будет присутствовать на камине. На первый взгляд кажется, что предметов очень много, но я вот из этих ящиков сделаю новогодние композиции, и камин не будет перегружен. Вот эту елочку я буду наряжать игрушками. Здесь же будет и гирлянда, и шишки, и деревянные игрушки. И также я поставлю на камин вот таких зимних мышей. Посмотрите, какие они мягкие, уютные. Они тоже будут участвовать в украшении моего камина. Ну а сейчас, друзья, нарядим елочку. Вот она, красавица, без украшений. А вот елочка уже наряженная. Посмотрите, какая она красотка. Очень красивые сочетания голубого, бирюзового цвета, зеленого, лилового. И вот посмотрите, друзья, подставка у этой елочки не очень красивая. И я решила задекорировать эту подставку, не очень симпатичную, вот такими домиками. И издалека эта подставка не будет смотреться некрасиво, а вот так это будет выглядеть. Ну а сейчас, друзья, я сделаю пару новогодних композиций. Для этого мне понадобятся вот такие ящики, металлический, деревянный ящик. Я буду использовать шишки, гирлянду с шишками, деревянные игрушки, серебристые шары и вот такую войлочную елочку. Все это куплено в магазине Fix Price. Ну а сейчас, друзья, покажу вам уже готовые новогодние композиции. Вот такие композиции получились. Одна получилась в белом цвете. Посмотрите, белый металлический ящик, войлочная елочка с белыми снежинками, белые подсвечники, белые саночки. А вторая композиция выполнена с использованием шишек. Они располагаются в деревянном ящике. Вот такая гирлянда с шишками и с деревянными звездочками. Вот посмотрите. И рядом деревянные саночки. Эта композиция будет стоять в топке камина, в качестве огня. А сейчас, друзья, пойдемте расставим все украшения на камине. Вот камин пока еще пустой, а вот он уже украшен. Сейчас я зажгу свечи, включу гирлянды, и мы посмотрим, какой красивый новогодний камин у меня получился. Ну вот, друзья, зажжены свечи, гирлянды тоже горят. И давайте посмотрим, какое новогоднее украшение камина у меня получилось. Вот, посмотрите, друзья, елочка серебристая заняла свое место на каминной полке. Посмотрите, как красиво я задекорировала подставку, некрасивую подставку для елки вот такими домиками. Вот эта композиция белая заняла свое место на каминной полке. Каминные носки заняли свое место. Вот посмотрите, они расположились по бокам камина. А вот здесь в середине расположилась вот такая хвойная гирлянда.
с шишками, с такими белыми ягодками. И вот здесь вот расположилась гирлянда, и блок от батареек от этой гирлянды спрятался в каминном носке. И посмотрите, как красиво смотрится топка камина. В фонаре горит настоящая свеча, и вот такая гирлянда из шишек заняла свое место. Вот такие милые деревянные саночки. И по бокам расположились милые уютные мышки или крысы. Посмотрите, какие они зимние, уютные. Вот так красиво получилось. Если вы, друзья, считаете, что мой камин может быть немножечко перегружен декором, пишите в комментариях свое мнение. Если вам понравилось украшение, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, друзья. В следующих роликах я начинаю переделку одной из комнат в моей квартире. Будем делать небольшой ремонт в комнате у дочери. Будем красить обои. Одну из стен в комнате я буду обклеивать вот такими гипсовыми кирпичиками. Одна стена в комнате будет кирпичная. Будет небольшой декор, украшение комнаты. Так что, друзья, если вы любитель переделок, ремонтов, подписывайтесь на канал, друзья, ставьте лайк. И до новых встреч у меня в гостях. С вами была Ольга, и всем пока!